Славянский геймдев. Вы это сняли? Вы это сняли? Так не сделал, Конечно. ладно. На самом деле это будет зависеть от бюджета. Дайте денег. 7 ГДшников нашли работу. Это очень классно. Не в каждой студии, наверное, найдешь. Она делает все грамотно, она тебя просто У меня байтит. Атрофия для грустно. Конфликты, боль. И умирание. Всем привет! Я Аня, комьюнити-менеджер проекта Атрофия. Сегодня у нас интервью с разработчиками и основателями проекта и в целом студии GBS. Погнали? Такой же, йоу! Йоу! Да, Ну, надо было попробовать. свой Бля, бренд. ты сейчас прилагала, и это движение было максимально неестественное, такое быстрое, типа. У меня вопрос, как вы создаете Чувство угрозы. Я готова скромно помолчать, да. Я согласен, я тоже готов. Я не знаю даже, зачем вы камеру включили. Как Я потом сделаю нарезку вот смешнявок. можно. Да. А Нужно. ты уже записываешь? Да. Я уже даже... Конечно. Сначала, если что. Уже У меня даже минут я- 10. Давайте начнем. Поздороваемся. Привет. Можно помахать ладошкой? Всем Можно привет! И начнем с первого вопроса. Давайте каждый из вас расскажет о себе, чем занимается в разработке текущего проекта и чем вообще до этого занимался, и как пришли к тому, чтобы начать разрабатывать игры. Наверное, начну я. Я являюсь основателем данной студии и по совместительству ГД-лидом. В разработку пришел с программирования, где обучался в ВУЗе на него. А потом плавненько перетек в геймдизайн с командой энтузиастов инди-игрушкой на мобильную платформу. Это был бесконечный раннер, что-то в духе Флоппи Бёрда. И плавненько перетек в ГД. Начинал с мобильных игр и плавненько, опять же, перешел в ПК-разработку. Из моих проектов это самые такие коммерчески успешные. Это Mighty Party, ABC от Панорамика и Encased. Это тактическая пошаговая РПГ. Привет, собственно, меня зовут Илья. Пока что еще Медников, но в будущем Левенштерн, поэтому можете меня так и называть. Я являюсь, так сказать, продюсером, если так можно назвать, на данном проекте, потому что на инди-проектах все совмещают очень много разных должностей. Мой путь в геймдев начинался с лет 15-16, когда мы с друзьями делали какие-то вещи в рамках того, что мы просто что-то хотим, но не понимаем как. И пришел к чему-то более осмысленному в виде обучения на менеджменте игровых проектов в ВШБИ. И уже после этого непосредственно обучения пришел сюда, когда здесь еще только-только все зарождалось. И уже вместе со Сбьерном, Мишей, остальными ребятами мы, так сказать, это все дело ставили на протяжении нескольких лет на рельсы того, чтобы это работало. Вот из того, каким опытом обладаю, это опыт создания ПК-шных каких-то проектов на начальных этапах, но, соответственно, многие из них были вот на пути этим не провальными, но не вышедшими дальше, и опыт создания ГК-игр, но конкретных проектов называть не имеет смысла, потому что их просто много, и ГК-сегмент, он очень быстро умирающий, быстро расцветающий и скоростной. Но Назови проектов парочку. там, ну, я даже уже точно не вспомню название, потому что Bad Wars, что-то такое, например, было. Вот, потому что в ГК-сегменте игра получает название примерно как... Так, что там происходит? Там кровати, там кто-то на кроватях дерется, Bad Wars. Все, пошла вот так. И там 1, 2, 3, 4, то есть проектов 20, наверное, 30, может быть, 40 было выпущено. Я уже даже не следил за этим, потому что это прям такой конвейер. Можешь пояснить, что такое ГК-проект? Гиперказуальные проекты. Соответственно, прям очень-очень простые проекты. И, например, одна из первых гиперказуалок — это Flappy Bird. Вот, но Flappy Bird была еще какой-то такой проектом, который не был сделан по лекалам гиперказуалок, а просто создал, скажем так, жанр, а уже остальное дальше. Это вот то самое, что вы видите в рекламах, когда кто-то там бежит куда-то, какой-то кринж происходит и все прочее.
Шалом, меня зовут Миша, являюсь техническим директором студии, управляю всеми людьми, связанными с движком и с технической частью проекта, настройка пайплайнов работы и так далее. В проект пришел почти в самом начале, в общем, повидал много очень классных ребят, программистов и различных технических специалистов. В целом прошел в геймдев из такого общего понятия программирования, то есть занимался всем, чем попало. Я и сайты в какое-то время делал, и ботов на Python писал, и всякие БДшки трогал. То есть, скорее, это такой путь развития программиста, который привел меня в самое интересное для меня направление, это разработка игр. Именно по личному опыту в основном работал на аутсорс-конторах, то есть разные проекты, называть их смысла не вижу. Многие из них еще в работе. Из самых популярных, на котором работал, так получилось, это проект SD Before, до сих пор тоже не вышедший, но и на слуху. Всем привет, меня зовут Настя. Я на этом проекте арт-директор. Начинала банально, работала. Основная работа была главным архитектором. И потом наскучила, решила сменить профессию и пошла в геймдев. Начинала с инди-проекта также, делали VR-шутер. Потом наткнулась на Атрофию, понравился проект, пришла сюда. Уже больше года здесь работаю, так скажем, отвечаю за весь визуал игры. В целом прикольно, классно. Работаю на коммерции, делаю мобилки. Атрофия — это такая отдушина, когда ты приходишь с работы и такой: сейчас сделаем крутую игру. И вкладываешься в ребят, в игру, в развитие команды. Есть какие-то уже вышедшие проекты с твоим участием? Да, VR-шутер выпустили демо в том году еще. И сейчас вот где я работаю, на мобилке, это уже выпущенный проект, там 6 миллионов скачиваний. Но я там не арт-директором работаю, но все равно проект такой действующий, живой, мы его поддерживаем, развиваем. А название? Pirate Trade. Всем привет. Я в этом проекте нарративный лид. Пришла в геймдев из настольных ролевых игр, наверное, по большей части. Раньше была мастером, водила игры, в общем-то, создавала сценарий, создавала атмосферу для игры. Собственно, занималась тем же самым нарративом, только за игровым столом. Вот. Сюда пришла, наверное, в 2021, кажется, году, лето. Ну и так получилось, что совершенно без опыта дошла вот до такой позиции. Просто из-за каких-то, наверное, своих софт-скиллов, поднимая вместе нарратив, который, ну, раньше был не очень, сейчас уже лучше, надеюсь. В общем-то, на коммерции у меня опыта нету в геймдеве, но рассчитываю, что Атрофия станет таким бустом, с помощью которого я смогу туда перейти. Всем привет, меня зовут Софи, и в Атрофии я на позиции главы отдела кадров. Но это не единственная моя позиция, на которой я здесь была, потому что изначально я сюда приходила как геймдизайнер, потом продвинулась и руководила командой, и немножечко побыла проект-менеджером, пока моя учеба не утащила меня в дальние дали. Пока я была в дальних далях, вышел в другой студии проект, который я курировала и менеджерила. Это «Последний снимок», визуальная новелла от студии МФГ, МФГ. В геймдев я пришла, потому что давным-давно, еще в детских лагерях, мне было интересно, по каким же принципам и механикам с нами играют в этих детских лагерях. Мне всегда хотелось с этим делом разобраться. И когда предоставилась такая возможность, меня отправили на учебу геймдизайнером, что я успешно, в принципе, закончила, и Атрофия дала мне большой толчок в развитие в этой индустрии, чему я очень благодарна, и всегда прихожу с улыбкой на лице, чтобы работать с этой командой. Сейчас, когда Миша сказал: «Шалом, меня зовут Миша», так я думаю, надо было сказать: «Шалом, меня зовут Мойша». Такие дорогие гои, так я расскажу вам, как мы делаем, как мы наебываем, как мы разрабатываем игру. Атрофия для грустных. Следующий вопрос для основателей и сооснователей проекта. Как у вас вообще возникла идея создать такую игру? В чем заключается ее суть? Что вы хотите передать этой игрой и внести в культуру игр?
По поводу того, что мы хотим передать, ответит Илья, я расскажу немножко про то, как вообще идея возникла. Изначально, опять же, это все пошло еще с вуза, последних курсов. Мы подумали, что было бы неплохо вот после того, что я уже упоминал, мобильного раннера на Unity, сделать что-то посерьезней. Поскольку у нас опыта тогда было с гульки нос, мы изначально замахнулись аж на MMORPG со всеми наворотами, караванами и так далее. А, Соответственно, мы под это стали выбирать движок, думать вообще, что с этим делать будем. И по итогу первой итерации такого мозгового штурма у нас получилось совершенно убогое решение в виде выбранного движка как Amazon OpenReact, на котором умеют работать 2,5 человека из России, и то, походу, его разработчики. Это в лучшем случае. Соответственно, мы быстренько потом, после того, как пришел знающий человек, один из программистов первых, быстренько пересели на Unreal. На Unreal уже дела пошли получше, мы взяли название Tenebrium. А, Нас можно, кстати, даже некоторые постики найти по этому тегу. Потом мы непосредственно стали собирать команду, подводить доки, набираться опыта, и это планомерно переходило все в более структурированный и отлаженный процесс, где мы не просто какой-то команда энтузиастов делаем игру мечты, а стали думать уже больше головой и непосредственно использовать какие-то уже разработанные коммерческие решения. Потом, когда у нас уже собрался костяк из команды, который закрывает большинство необходимых вещей и работы по проекту, мы переименовались. Это был где-то январь 2021 года в Атрофию. И это считается нашим, так сказать, зарождением студии официальным. Когда мы пересели с Wish какого-то несуразного инди-разработчества в более структурированные пайплайны. И на этом моменте я хочу передать слово по поводу того, что мы хотим передать нашей игрой Илье. Мы, как проект Атрофия, в первую очередь хотим донести до людей то, что не нужно бояться пытаться делать какие-то интересные проекты. Не нужно зацикливаться на том, что вот в СНГ привыкли делать только в основном мобильный геймдев. Да, не только мы этим занимаемся сейчас, донесением такого нарратива. Безусловно, ребята из, например, того же самого Atomic Heart тоже прекрасно с этим справились, да? И это момент тот, который несет Атрофия с точки зрения того, что мы несем для игрока, как вот и для людей вокруг, вне зависимости от игры, а просто как от проекта. Но если мы говорим о смысле того, что мы хотим донести в игре, то мне не хотелось бы лишние вещи спойлерить или что-то говорить такое, но тут скорее вопрос атмосферы и ощущений. Какие ощущения мы хотим донести до игрока. Мрачная атмосфера очень сильно погружает в себя, особенно нашего СНГшного игрока. Прям затягивает. У нас не зря в русском языке есть такое слово, как тоска, которого нет в других языках. Мы очень любим эту штучку. У нас вот этот, так сказать, Russian Doomer, это прям уже целый бренд. Вот. И мы хотим дать вот возможность вот пощекотать те самые струны души игроков, вот, которые отвечают за то, что за рефлексию над чем-то мрачным, чем-то таким давящим, но в то же время крайне притягательным. Славянский геймдев! Короче, мы можем сразу так сказать, что все, кто будут плохо про Атрофию говорить, просто... София нашлет порчу. Да. Все, можем продолжать. Закончили угрожать друг другу? Сейчас это разгоняю, погодите. У нас вообще-то вся разработка только на угрозах и держится, да, Миша? Скорее, да, Настя? Следующий вопросик у меня к вам. Как у вас получилось вообще собрать команду единомышленников, так как все в проекте на данный момент работают на энтузиазме? Вот, расскажите, пожалуйста, про этот моментик. На самом деле это было продуманный шаг отчасти, и тут, в принципе, ничего неожиданного не получилось. Изначально была такая гипотеза, что если делать какой-то интересный проект в плане жанра, сеттинга, как на нашем примере это РПГ в темном средневековье, то людям будет интересно просто поразрабатывать какой-то интересный проект, который отличается от мобильных гиперказуалок, которые
В принципе, мобильный рынок преобладает в России. И за счет этого мы как на старте получали очень много заявок на вступление, так и до сих пор получаем. Мы даже начали очень часто морозить набор людей, просто потому, что мы не успеваем всех обрабатывать, и для всех задачек не находится. А по поводу сложности, в целом с адаптацией людей, тут, да, возникают, очень много исполнителей приходит, то есть геймдизайнеров, программистов, там 2D, нарратив, ГД и так далее. А с менеджерами вот проблема такая с нами уже достаточно долго тянется. И, наверное, это единственный минус такого выбранного жанра. Так что менеджеры и кто там еще, аниматоры, пишите в комментарии. Все. Я бы хотел добавить к этому то, что, да, безусловно, такая гипотеза была, но Асбjørn немножко лукавит, когда говорит, что это не стало неожиданностью, потому что, в моем понимании, это выглядит примерно как пранк, вышедший из-под контроля, потому что мы такие, ну, может получиться, ну, в целом, да. Вот, но это больше звучало как вот это вот ебанет, это не должно. Вот как бы, и не более того, то есть мы развивались, мы там старались, и когда оно начало приносить настолько серьезные плоды, это было даже для нас некоторым удивлением и воодушевлением. Я на самом деле немножко Илью дополню. Ожидалось, что там, не знаю, человек 20 придет, пришло 60, условно. Да, именно об этом и речь. Могу Но еще мы про даже сложности меньше не думали. дополнить, что когда вот где-то годик назад мы собирали команды, формировали, вот конкретно в арт-отделе, очень часто люди приходят такие, о, крутой проект, мы просто придем, почилим там, посмотрим, такие, будем в портфель себе говорить, что мы работали в этом проекте. И были сложности именно с тем, что мы тут работаем, все что-то делают, у нас нет такого, что ребята сидят и неделю такие не появляются, и с этим были сложности донести, что, ребят, у нас тут все серьезно. Поэтому я прослышалась с главным кибербуллером, который просто кикал людей за неактивность. И вот именно сложно было донести вот эту мысль, что мы тут не очередная инди-команда, которая сидит и просто так штаны протирает, а мы действительно что-то делаем, разбираем, у нас налаживаем постоянно не только игру и процессы между собой, между отделами. Вот. И когда мы это все вроде наладили, пофиксили, у нас прям начались собираться крутые команды сильные, то есть приходили прям ребята, и вот у нас сейчас прям сформированы классные команды. И отчасти мы поэтому иногда морозим наборы, потому что у нас вот укомплектованные они уже. Всё. И еще небольшое дополнение. Мы очень много встречали вопросов, или даже не вопросов, таких комментариев на публичных просторах по поводу того, что у нас там почти вся команда — это джуны. В отношении этого у нас достаточно такое уникальное состояние, то есть к нам очень часто приходят мидлы сеньоры коммерческие, которые просто проект интересен. И мы благодаря этому также стараемся шарить опыт среди имеющихся специалистов хорошего уровня, так и среди новоприбывших. Они чем-то делятся, мы чем-то делимся. Я могу, наверное, еще чуть-чуть дополнить о том, что вообще Атрофия славится тем, что достаточно, на большом промежутке времени держится огромное количество человек в команде, и мы всегда держимся на сотке. Никогда в минус с этой цифры особо не уходим. Это раз. Два, по поводу еще адаптаций. Мы частично еще являемся и кузницей кадров. То есть, да, к нам приходят джуны, но это мы их воспринимаем как джуны, потому что мы инди-команда все еще. А уходят от нас уже мидлами, по крайней мере, точно хорошими джунами. Или не уходят вовсе, а возвращаются и помогают. И третий момент. Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы минимальное количество людей от нас уходило, чтобы всем было комфортно. И помимо обучалок со стороны лидов отделов, и того, чтобы набирать хороших специалистов, мы и со своей части работы с людьми стараемся сделать пребывание достаточно комфортным в нашем... Я слов забыла. Все. Проекте. В коллективе? Нет. В сообществе? Нет. Мы в команде? Что сказать, в комплексном? Погодите. В виртуальном офисе.
Тут, кстати, София немножко затронула тему еще интересную. Я точную статистику не имею, но как минимум по своему отделу геймдизайнеров, которым я руковожу, могу сказать, что у нас навскидку минимум 7 ГДшников нашли работу, придя к нам буквально без опыта, и двое из них на медла попали, остальные на джуна. И, конечно, там вроде бы ушло 2 человека из команды, но многие у нас остались и просто совмещают с основной работой свою занятость. Своего дела дополню, что весь текущий основной состав программистов, то есть люди, которые с нами находятся уже больше полугода как минимум, они абсолютно все имеют коммерческий опыт либо сейчас, либо до этого. То есть люди работают и параллельно уделяют время на нашему проекту. Ну и дополнительные мотивации сейчас для сотрудников оставаться с нами и идти с нами по этому пути. Мы понимаем, что все же проект не коммерческий, а кушать хочется, поэтому мы вот начали сейчас потихонечку выдергивать какие-то коммерческие заказы небольшие для того, чтобы ребята могли вот подзаработать себе какую-то копейку. Вот это и как могут быть ГД-заказы, так и 3D, 2D, аниматоры, то бишь аутсорс. В таком случае мы переходим к следующему вопросу. Расскажите, пожалуйста, про то, как организована работа в вашей команде, про которую вы так много уже рассказали, и на каком этапе разработки вы сейчас находитесь. У нас, кстати, новый участник разговора, вон мой котик прибежал. И, да, привет. Мы сейчас находимся на этапе разработки демо для издателя в таком формате. То есть, соответственно, как грубо говоря, это vertical slice. Это то, что вот в игре по минимуму, грубо говоря, должно быть, чтобы понять, что это такое. То есть механики, визуал, уровень, но не вширь, а вот вглубь скорее. Для того, чтобы показать, соответственно, издателю, инвестору всю эту историю и уже непосредственно на каких-то реалиях обсуждать что-либо. Сейчас мы уже находимся, ну, на процентах 70 примерно завершенности данной демо. Давайте только прям по фастику. У меня уже прям спина болит. Возможно ли будет простым игрокам, вот наблюдателям, кто следит за нашим творчеством, развитием проекта, поиграть в эту самую демку? На самом деле тут вопрос, не получится на него дать внятный вразумительный ответ, потому что мы не знаем пока что. Наверное, нам бы хотелось, но, так сказать, разработка игры — это совокупление не только разработки, а еще и маркетинга, издательства и всего прочего. И, ну, нам бы как творцам, наверное, хотелось, но, возможно, нам придется свои хотелки поумерить и дождаться все-таки выхода полноценной игры для того, чтобы все могли в нее поиграть. Соответственно, это разговор с издателем, это разговор с инвестором и непосредственно личные договоренности какие-то. Ну, то есть, как я понимаю, все зависит от будущего инвестора. Да, ну, инвестора /издателя. Ну, я Ну немножко вот. дополню. Возможно, мы как вариант будем рассматривать какое-то ограниченное количество ключей на тестирование. То, что команды все-таки это одно дело тестировать, а другое дело, когда не заинтересованный человек продукт щупает. А возможно, мы несколько сотен ключей сделаем То есть, для а-ля широкой как аудитории. закрытая бета-тест. Да. Но это, опять же, не для демки уже, а для, и, само собой, более поздних этапов разработки. Окей, тогда перейдем к следующему вопросу. Вопрос такой. Какие особенности геймплея вы бы хотели подчеркнуть в вашей игре? То есть, что в ней будет такого необычного, новенького, что игрок, то есть сторонний человек, захочет в нее зайти и поиграть? Я скажу от себя, что мы нацелились сделать ощущение у игрока живости мира непосредственно не его системой, как это было сделано, в попытках было сделано в Сталкере, например, или же как это были системы сделаны в Корсарах, Космических Рейнджерах или подобных играх, а скорее нарративной составляющей, когда игрок, точнее даже уже герой, придя в какое-то место, совершает действие, то или иное. Может быть, как, например, помогает освободить от бандитов золотую шахту по заданию деревенского старосты. За что там получает преференции, за что получает всеобщую любовь и уважение. И вот эта вот бедная деревушка, которая разваливалась, и в которой там последняя скотина дохла, через
условно там 20-30 часов игрового времени, ты возвращаешься туда и вау, да там просто теперь оазис, они теперь гребут золото целыми телегами, и у них там уже налаженная какая-то экономика, налаженные торговые пути, и деревня просто ожила. И вот эти моменты нарративные, они чуть-чуть где-то вот так малость присутствовали в других играх, но очень часто люди либо не докручивали, либо не уделяли этому должное внимание. А игрокам, и мы тоже как игроки, это нравится. Мы это любим, да, как игроки. Нам приятно, что игра дает нам отклик на наши действия. Вот это одна из фичей, которая, как я считаю, весьма важна и уникальна. Асбjørn, дополнишь по остальным моментам? Да, хорошо. Ну, собственно, так, начну немножко издалека. Первое, но далеко не самое последнее по важности, это сегмент игроков, который мы выбрали в качестве целевой аудитории, а именно достаточно хардкорных игроков. Игра у нас планируется на задуманной сложности достаточно высокой. И также дополнительно у нас есть такой достаточно добротный список уникальных фичей, которые будут нас отличать. В частности, я часть из них перечислю. Самое первое, что упор мы делаем, это боевая система. Боевую систему мы выбрали такую исконно каноничную экшен-РПГ, где у нас будет сочетаться уникальный стиль геймплея, базированный на основном и вторичном оружии. То есть у нас не будет упора на стандартные классические классы, как в том же Варкрафте, где ты играешь за воина, то есть это меч плюс щит, или за лучника с луком. У нас это будет реализовано через сочетание этих элементов. То есть ты условно можешь взять в основной слот двуручный топор, в дополнительный слот посох, чтобы колдовать. И на основе этого ты будешь не просто носить за спиной посох и переключаться по мере необходимости, а непосредственно в одной сессии, в одной ситуации игровой ты будешь использовать и тот элемент. В частности, это позволяет реализовать механика комбинаций, которая у нас сделана. Не путать, пожалуйста, с комбинациями из слэшеров, где ты набиваешь счетчики. У тебя это будет выражаться в плане, что ты провел атаку топором, следом переключился на посох, дал себе баф, и это не является отдельными действиями. Это все вытекает одно из другого. Вторая система, которая позволяет этого добиться, это система концентрации. Как она у нас названа? Боевой танец. То есть, чем лучше ты попадаешь в ритм боя, то есть не получаешь какой-то урон или негативные статусы, и чем больше наносишь урона и проводишь успешные защитные действия, тем тем больше у тебя заполняется эта шкала, которая открывает тебе доступ к дополнительным навыкам, которые доступны только на определенных значениях этой шкалы. Вторая вещь, она больше нарративная, это сюжетный батл-рояль. Для полноценной игры мы планируем сделать открытый мир, но ограничивать игрока по передвижению по нему с помощью постоянно сужающейся игровой зоны. По основным нарративным точкам игрок сможет как-то очищать зоны, куда ему надо или хочется, или же, наоборот, забивать на них, бегая просто по основной сюжетке и довольствуясь малым количеством контента. Но если игрок захочет получить больше контента, соответственно, он будет вынужден заниматься сторонними активностями. Третья вещь это карта. Для ориентации по местности мы уделяем очень много внимания левел-дизайну. Карта у нас представлена не в виде стандартной реализации, где у тебя показаны все метки, все неписи и твое положение на карте. Вместо этого у тебя есть именно рисунок карты, у тебя есть компас, и ты должен по точкам интереса сам ориентироваться. То есть у тебя на карте есть две горы, ты забрался повыше, там, не знаю, на дерево залез, нашел эти две горы на горизонте и примерно пытаешься понять, где ты находишься. Но также карта не лишена и каких-то интерактивных меток. То есть мы не просто хотим усложнить ради усложнения, а просто стимулировать игрока к изучению локаций. И, наверное, последняя вещь, которую я сейчас затрону, это система аишника. Мы очень гордимся текущей реализацией нашего боевого яичника. Там есть, конечно, моменты, которые еще надо дополишить, но уже сейчас он удовлетворяет нашим требованиям. То есть
у нас яичник построен на системе достаточно душной для игрока. То есть, если на тебя напало несколько людей, то тебе надо обязательно стараться как можно быстрее сократить их количество. Если ты наносишь всем одинаковое количество урона, они просто друг друга защищают и позволяют своему раненому товарищу отхиливаться, бафаться или вообще скрыться с поля боя, чтобы вернуться за подмогой. И на этом я, наверное, закончу. Передам слово Майе. А может быть, она дополнит по нарративному дизайну. Меня не предупреждали об этом вопросе. Соотносит... Да блин! Бьорн! Может, надо сказать, просто продумать. Я с Настей в это время переписывалась, и мы угорали. Так я это заметил, я поэтому и кинул. Это Понятно, тоже, спасибо большое. Спасибо, по что не в нарративу- меня кинул. по нарративу сказать. Что еще могу добавить по нарративу? Это подход к кастомизации персонажа, когда стартовые навыки будут выбираться более творческие, чем просто тыканием в определенные стрелочки, понижением и повышением тех или иных характеристик. Ну, это пока в разработке, пока ничего не могу более точно сказать. Майя напомнила, вот по поводу вот кастомизации немножко дополню. То есть у нас будут предыстории, которые игрок можешь выбрать на старте, которые будут влиять на стартовые характеристики. То есть если ты сказал, что все детство учился стрелять из лука, то на старте тебе дадут лук и какие-то повышенные параметры, которые будут влиять на стрельбу, соответственно. Да, и по ходу игры у нас там будет 4 фракции, и в зависимости от выбранной фракции в процессе сюжета, также у персонажа будет открываться окно возможностей для прокачки каких-то особых скиллов. А будет кастомизация персонажа в плане визуальном? Хороший вопрос. Настя? Я, наверное, нас немножко спасу. Ага. По поводу кастомизации персонажа в визуальном плане, мы пока этот вариант не рассматриваем. Мы выбрали подход, наверное, Ведьмака. Я точно не знаю, как это названо. То есть, когда ты не создаешь своего персонажа, а играешь за персонажа с какими-то своими принципами и отыгрываешь именно его, а не себя в игре. Ну, короче, ты не создаешь своего персонажа, не лепишь его так всяко визуально, характеристики настраиваешь, а ты вот играешь за Геральта. Короче, не Skyrim, а Ведьмак. Все. Ну да. Ведьмак. Супер. И тогда Вот. еще один вопрос. Была затронута тема с фракциями, то, что они дают какие-то дополнительные ветки навыков. Будет ли возможность присоединиться к нескольким фракциям, или игрок должен будет выбрать вот конкретно одну и вот все? На самом деле это будет зависеть от бюджета, Дайте денег. но да. Если будет такая возможность, то я бы очень хотела, чтобы можно было переключаться между фракциями. Обожаю тему предательства. Вот, предать одну, присоединиться к другим. Но как пойдет. То есть насколько, смотря, хватит наших ресурсов, наших возможностей. Хорошо, тогда ты можешь рассказать поконкретнее про эти 4 фракции, кем они являются и что это вообще такое? Ну, там не совсем фракции, но мы их так условно называем. Первая фракция – это у нас братство, которое борется с нашей самой главной проблемой нашего мира – Аунан. Если вы подписаны на нашу группу, то вы наверняка видели это потрясающее видео про него, которое вышло недавно. Значит, далее у нас... Это, кстати, плюс, спасибо, Ане. Да, спасибо, Аня. Да. Вторая фракция, которая у нас есть, это культ, который, наоборот, за наше зло. Кстати, я полагаю, что можно будет принять сторону культа тоже. Есть фракция общества познания, такие эгоисты. Тут, наверное, референс на Ведьмака, про ложу чародеек, по-моему, так называлось. И в целом у нас есть, ну, не фракция, а скорее государство, вот, в котором все это происходит. У государства тоже есть свои интересы, и можно будет присоединиться к их интересам и играть за них, за их сторону. То есть я правильно Есть понимаю, вкратце. что есть фракции, противоположные друг другу, то бишь это Конечно, братство конечно. и... Ну, то есть по сюжету не получится так, что игрок и там может быть. Я думаю, нет, я думаю, что это, наверное, слишком сложно уже будет. Если только мы не справимся с тем, чтобы добавить возможность предательства. И, конечно, везде конфликты. Без конфликтов никуда. У нас основная тема нашего мира – конфликты, боль, И умирание. Ура! София. Подписывайтесь.
Понятно, что такое боль, страх, ненависть и смерть. А, Так давайте перейдем к следующему вопросу. Обсудим процесс создания мира в игре и как вообще создается чувство угрозы для игрока, что он его будет прям ощущать. Процесс создания мира и проработки каких-то интересных основных идей длится всегда просто. Но когда мы работаем над трофеей, когда просто идем на работу, на основную, при просмотре фильмов и самое основное, мне кажется, листание Пинтереста, там очень много идей. Знаю, что у наших нарративщиков, в общем-то, всегда в фоновом режиме происходит работа над проектом, и они собирают какие-то идеи, мы обсуждаем, какие-то совсем тривиальные отметаем или перерабатываем так, чтобы это было интересно, и не возникало ощущения вторичности от нашего проекта и при прохождении игры. Что касается чувства угрозы и боди-хоррорной составляющей проекта, тут мы можем похвастаться наличием человека, который у нас писал научные исследования на тему страха. Вот, и мы его поставили сразу над бестиарием, и через него проходят все монстры, которых, соответственно, мы прорабатываем, ориентируясь на его опыт по человеческим фобиям. Вот. Ну и, конечно, немаловажно для создания такого гнетущего чувства, дискомфорта. Ну, это освещение на локации, грамотный саунд. Я обожаю наших саунд-дизайнеров. Вот. Не знаю, Настя, может быть, что-то добавишь по левел-дизайну в этом плане? Да, но у нас в этом деле попроще. Мы просто составляем всякие мудборды, собираем кучу референсов, обсуждаем, как можно визуально передать эту атмосферу. Опять-таки, как ты сказала, через освещение, звуки, какие-то закуточки, всякие кладбища атмосферные и прочее, прочее. То есть бывает такое, что даже просто вечером прогуливаешься перед сном где-нибудь и слышишь какие-то стрёмные звуки или что-то видишь, и такой: надо сфоткать, надо добавить на мудборд, это точно зайдет, точно классно. Вот часто у нас еще команда что-то собирает, предлагает какие-то картинки, фотографии, в целом идеи для наполнения мира, и мы все это используем, все коллекционируем. У нас есть даже отдельная веточка с референсами, и туда часто прилетают какие-то интересные идеи. Хочется взять просто все, времени нет все это брать, но куча интересных идей, и вот мы из этого всего коллекционируем, собираем, обдумываем. И очень много... Вот мы сейчас боремся с освещением. Очень сложно подобрать такую атмосферу, когда и через свет, и чтобы все видно было хорошо, текстурки, и вот это вот освещение такое мрачненькое. И вот сейчас над этим конкретно боремся. Тяжело идет, потому что хочется вот именно крутые ощущения реалистичные передать. А это немножко сложновато, когда ты вроде как в игре, тебе нужно что-то тестить, ходить, и ты сам придумываешь, что вообще в целом это передает, и соотносишь это с реальным миром, чтобы максимально так все прочувствовать. Все, наверное, это такое основополагающее. Ну, по левел-дизайнеру создаем всякие закуточки интересные, куда можно забрести, отклоняясь от основной сюжетной линии. То есть, вот как Бёрн сказал, хочешь контента, иди и ищи его по локации. То есть если там поискать, забрести, можно тоже интересненько найти, тоже прорабатываем такие моменты хорошие, классные. И с нарративом, и с ЛДшниками, и со всеми. Расскажите про свои планы относительно этого проекта, игры и вообще в целом вашей инди-студии на будущее. Что вы планируете, как развиваться? Ну, как мы между собой называем GVS, это творческое объединение энтузиастов. Ну, в моем понимании GVS это своего рода такой инди-electronic arts, который в будущем будет объединять под своим тегом, ну, может быть, даже с десяток маленьких команд, ну, которые при помощи взаимопомощи друг другу выпускают какие-то разные интересные, крутые проекты. А будущее Атрофии — это стать первым собственным проектом GVS и заложить основу всей дальнейшей работы над другими проектами. Ну, есть еще несколько планов касательно GVS, но они пока что находятся в зачаточном состоянии и являются, возможно, даже коммерческой тайной. Ну, я немножко заспойлерю. Мы все-таки планируем перейти на коммерцию в том или ином виде. И есть очень много прикольных задумок, но о них мы будем сообщать по мере того, как их будем реализовывать. Тогда переходим к следующему вопросу. Вопрос про визуал. Как вы выбрали визуальный стиль игры вашей? С какими проблемами столкнулись при разработке этого самого визуального стиля? И на что вообще в целом должна быть похожа игра? Какие основные игровые референсы вы используете? И не только игровые. А по поводу визуала я немножко дам почву Насте, чтобы она в большом количестве ревов
не плавала. У нас основной визуальный стиль, он отсылает нас к кельтам. Кельты были выбраны по нескольким причинам. Основные из них это первое. Мы очень засматривались при подборе растительности какой-то карты на Ирландию. А поскольку у нас сеттинг идет средневековье, мы засмотрелись на какие-то средневековые народы, которые проживали на тех территориях. И у нас был выбор между викингами, то есть скандинавами, и кельтами, то есть друидами. А поскольку мы все-таки стараемся не копировать у кого-то, а сейчас, ну, относительно недавно, вышел Вальхейм, который полностью на викингском сеттинге, плюс еще ассасины имеются. После небольшого ресерча у нас по кельтам мы не смогли найти никакого плюс-минус громкого проекта. И вот из этих двух причин мы решили делать кельтов, то, что посчитали, что можем сделать их прикольно. У нас у Майи достаточно широкий кругозор в плане истории. В частности, вот на основе ее вижена мы стараемся разрабатывать очень прикольных, красивых и даже реалистичных кельтов. То, что, на наш взгляд, мы сможем сделать это прикольно. Просто сейчас взял и скинул на меня все будущие исторические косяки, которые мы допустим в игре. Да. Хорош! Для меня вообще все начиналось весьма интересно. Я пришла, мне сказали, вот кельты, на тебе визуал делай. Я тогда дико растерялась, пришлось очень много нарративной документации перечитать. Там уже была такая основа, хорошая база. Вот, на самом деле очень тяжело было что-то подбирать, особенно на начальных этапах, потому что мало визуальных референсов было. Элементарно мы, когда начали рыться в постройках, думать, а из чего же у нас будет из дерева, из камней, еще куча вариантов. И вот мы с Майей, это прям был дикий ресерч, мы очень долго думали, читали даже какие-то статьи, документацию, потому что просто не могли определиться с этим. В итоге так по кусочкам начали собирать, и от общего к частному пошли. То есть сначала сделали какие-то строения, постройки, расписали, нашли всю растительность, флору, фауну, животных. От этого уже, соответственно, тасочки пошли, собирали также мудборды все. Мира просто выручила и Pinterest. И, собственно, вот так собрали, тестили, смотрели, какие-то текстурки подбирали. Круто помогли нам ребята, которые уже опытные в 3D, в 2D. У нас очень крутые концептеры, которые окружение рисовали. Вот, поэтому хорошие концепты — это прям, наверное, 50% залога успеха. Вот. Но и референсы, которые тоже собираются, описания все вот эти давались прям с трудом. Но потом, когда мы уже плюс-минус собрали основное, погружаться в детали стало интереснее, мы начали вписывать что-то свое, придумывать какие-то мелочи некоторые, и прям самим стало интересно. То есть поначалу было сложно, но перейдя вот этот порог, наверное, сложности, мы уже так с драйвом начали все это разрабатывать, подбирать. И у нас ребята, которые с нами давно, у нас есть ребята, которые и год, и больше года в арт-отделе, они уже тоже подхватили все эти волны и начали сами что-то предлагать, и иногда даже без референсов такие: о, мы сделали это вам крутые кровати или спальники, или еще что-то. Дома. Вот у нас ребята некоторые с минимальным количеством референсов моделили, и вышло прям очень круто. Про освещение тоже, я уже сказала, очень тяжело подбирать, но когда приближаешься к такому моменту, когда уже вот оно вроде все, но чего-то не хватает, и начинаются опять поиски, собирание рефов, тесты, и думаешь, что бы сделать, как лучше это все обыграть, переиграть. В общем, увлекательный, интересный процесс. И самое главное, это мало рефов не бывает. Если даже ты наберешь 300 картинок по домикам или по каким-то, не знаю, интерьеру, экстерьеру любому, то этого будет недостаточно. Всегда возникают вопросы, всегда хочется углубиться, еще больше все это сказать, но при этом не уходить сильно в историзм какой-то, а сделать что-то уникальное и свое. Да, у нас очень много таких, ну, не сказать, что проблем, у нас приходят люди, которые тоже хорошо знают историю и стараются сделать все очень Да. исторично, с соблюдением всех историчностей. Но напомните мне, какой у нас там процент стилизации? 30, 30 по-моему? на 70. 70 реализм, Да, а 30 это стилизация. да, то есть мы не собираемся делать полностью реконструкцию кельтов, все-таки добавляем Да. каких-то своих единых элементов, да, чтобы нас потом никто не ругался за несоблюдение историчности. Сняла с себя ответственность.
Чтоб тебя не кидали. Молодец, молодец. Вентилятор мне не нравится. Ты можешь его, типа, вот так вот двигать? Давай, раскиви Да тут ты все, мама. мы же миллионеры. Вы это сняли? Вы это сняли? Так не сделал, Конечно. ладно. Конечно, сняли, конечно. Все Блядь, записывается. мне надо Думаю, что повыше. потом можно будет сделать гифки из камеры Софи, потому что она постоянно... Да, да. Да, Миша, ты попользуйся. заебал, ты можешь вот сделать расклад на то, что вряд ли Миша мне телефон куда-нибудь? Давай, да. Все, давайте. Это последний вопрос. Нет, осталось еще 3 вопроса, но они не очень длинные. Ты 4 вопроса назад говорила, что осталось 5. Вы чё? Она делает все грамотно, она тебя просто У меня по байтит, чтобы ты математике меньше... 5 было, я считать умею. Какую Нет. карту выкинула София? Девятка пентаклей. Где-то Вот, вопрос, нам что дадут денег. определили. Нам дадут денег, я знаю. Окей, в таком случае следующий вопрос. С какими препятствиями вы столкнулись в процессе разработки игры и каким образом вы их преодолели? Ну, когда мы говорим, наверное, про техническую часть, тут можно вспомнить про в целом набор наших людей, то есть поскольку нам люди приходят на некоммерческой основе, часто бывает там у людей проблемы с комплектующими, то есть там, не знаю, слабое железо, есть... Были у нас несколько левел-дизайнеров, которые нам пришлось искать сотрудничество, потому что у них не открывалась наша карта, то есть бывают такие проблемы. В целом, я бы сказал так, что программист, как часто люди недопонимают, насколько это творческая профессия, и на некоммерческой основе для разработки и работы с техническими дизайнерами, программистами это нужен очень тонкий подход, потому что это, так сказать, очень тонкая душевная натура, которой нужно понимать, чем человек хочет заниматься, понимать, как его завлечь в работу, как сделать для него работу в кайф, собственно, оправдать эту некоммерческую основу. И вот из-за этого приходится очень сильно балансировать между задачами, так, чтобы все программисты отдавались по максимуму, то есть находили свою степь, там, кому-то интересно заниматься аишкой, кому-то интересно делать системы, почти никому не интересно делать виджеты, но такие тоже люди есть. Тут нужен уникальный подход для каждого. Ну и в целом при достаточном упорстве, так сказать, в какой-то момент люди как находят свою нишу, с которой им проще даже найти коммерческие вакансии, потому что даже у нас часто бывает на рынке выделенные отдельные специалисты, которых не хватает, те же, например, программисты, связанные с анимациями, или те же UI-программисты. Из технических еще проблем в целом были проблемы с переездом с 4-го Unreal на 5-й, то есть как проблему переломалась половина кода, который в целом практически полностью мы починили, то есть если там не брать пару деталей, которые сейчас в работе чинятся, переделываются, то в целом он даже прошел не так плохо, как я ожидал. То есть у нас, например, не сломалась карта, как это было при переезде на 5.0.3, поэтому в целом это еще достаточно хорошо. Еще у нас были всякие переезды между гитами, где там что-то терялось, сломалось, но это в целом такие мелочные вещи, которые быстро восстанавливались. Я думаю, это даже можно не воспринимать как жесткую проблему. А это все с техническими сложностями? Так, Ну, типа, не удалось реализовать какую-то фичу, которую вы планировали реализовать? Нет такого не такого? было ни разу. Нет. Во. Наши программисты все Да. сильные, они могут реализовать Яу. любую фичу. Не, на самом Даже деле черная у программистов есть такое очень свойство, я всегда говорю, программист может делать что угодно, это вопрос во времени. То есть у нас времени много. На самом деле, это все вранье. Мне Миша до сих пор не запилил зеркало в игру, чтобы можно было смотреть и причесываться, когда играешь. На самом деле нет проблем, потому что лид Миша. Если Миша лид, то ты сделаешь даже невозможное. Тебя допинают, догонят, и ты все равно сделаешь. Дополню Мишу по поводу проблем. Они не только техническими бывают, а еще и людскими. Все же, помимо поддержания мотивации, у нас и количество времени на проект тратится довольно мало людьми, потому что все хотят кушать, все хотят где-то зарабатывать деньги, а здесь работа пока что, грубо говоря, больше для души и для опыта, и мы не можем от людей требовать достаточно большого количества часов в неделю на проект. Вследствие этого нам очень сильно не хватает скорости разработки, и если бы не решение, которое было найдено, вроде бы даже лежащее на поверхности, просто сделать каждой вакансии x3. То есть где должен быть один 3D-шник, их 3. Где должен быть один аниматор, их 3. Но у нас 0. С аниматорами проблема. Если что, обращайтесь. Мы вас очень ждем.
И таким образом мы смогли более-менее как-то состыковать, чтобы скорость разработки была более-менее адекватной. Следующий вопрос. Мы уже близки к концу. Что бы вы хотели сказать вашим потенциальным игрокам, которые еще не знакомы с этим проектом? Давайте я начну, наверное, потому что у меня, в принципе, такая, скажем, даже заготовленная речь, наверное, есть для этого. В СНГ умели и умеют делать невероятные игры с другим подходом к созданию проектов, как, например, «Космические рейнджеры», «Механоиды», «Герои 5», «Мор-Утопия». Это все очень серьезные проекты, которые прям чувствуется, что вот у них совершенно другой подход к производству был, то есть другой подход к взаимодействию с игроком, особенно у More Utopia. Вот у них есть свой какой-то шарм, который вот не получается встретить в AAA-проектах студий, известных по всему миру. И, в принципе, старые лекала всех этих проектов тоже уже начали вызывать ощущение дежавю от игры к игре, как будто бы пресловутая вот эта вот душевность начинает пропадать у игр. Возможно, это, конечно, очень субъективная вещь, но, скажем так, довольно большое опрошенное количество людей подтверждало такие же моменты. И вот СНГшный геймдев, он еще не успел дойти до той стадии, когда вот он начинает портиться, что ли, большим количеством денег, в моем понимании, и у нас еще есть возможность что-то показать. Поэтому мы можем выстрелить в этом, и верьте в нас, и верьте в себя, если вы тоже хотите делать игры. Я еще совсем немножко дополню. Поскольку мы являемся инди-студией, один из наших плюсов то, что мы не связаны какими-то обязательствами. То есть мы в каких-то моментах можем выбрать менее популярное решение, но более интересное для нашей целевой аудитории. То есть мы можем достаточно сильно экспериментировать, и, возможно, вот именно тебе, конкретно игроку, будет очень интересно поиграть именно в нас. Мы не целимся на широкий охват, как какие-нибудь гиганты типа Ubisoft, а мы делаем скорее такую душевную игрушку, которую будет интересно играть. Тогда предпоследний вопрос. Как в команде вам удается поддерживать такое количество продуктивных людей и вообще насколько большая текучка, есть ли она? Чисто на интересе, наверное, мы держим людей, потому что проект интересный, как говорил Бьорн, и, ну, смысл работать над скучным и приходить на него, если у тебя есть возможность и себе заработать портфель, и поработать над классной ПК-шной игрой, ну и, собственно, набраться опыта. Это, во-первых. Один из ярких примеров даже находится у меня в отделе. Девочка раньше была нарративщицей, немножечко перегорела, и она просто не смогла уйти из студии. Сказала: я так много вложила в этот проект, я не могу просто так уйти в небытие. Возьмите меня куда-нибудь, туда, где мне будет комфортно. Мне будет комфортно общаться с людьми, и она пришла к нам, и она там идеально вписывается. Так что у нас нету границ среди отделов. Если ты хочешь чем-то заниматься, в чем-то развиваться новым, тебя никто не останавливает. Главное, сообщи о своем желании, и ты будешь работать в этом направлении. Сколько людей типа, я сама привела своих друзей в эту большую студию, семью. Я, правда, могу назвать команду игры семьей, потому что еще одним важным фактором это... Я тоже вас очень сильно люблю. В общем, один из решающих тоже факторов это отношения людей. И мы уже давно сформировались как классная комьюнити, которая друг друга поддерживает и готова учить друг друга. Собственно, за счет этого мы и развиваемся. К нам приходят классные люди, потому что им интересно. То есть и скилловые люди, и те, кто хотят научиться, им тоже это интересно. И у нас вот получается классный тандем. Ну и, естественно, решает приветственное слово для людей, то есть как мы набираем команду, как мы их хантим, как приветствуем. У нас специально для этого, я считаю, это очень классно. Не в каждой студии, наверное, найдешь отдельный канал, в котором приветствуешь новичков и что-то о них рассказываешь, потому что это очень комфортное вливание в команду, где сразу рассказывается все, куда нужно положить, кому сходить поплакаться, или от кого лучше остерегаться, чтобы не получить по спине. Вот, наверное,
Как-то так. Мы работаем не только над улучшением игры, мы постоянно улучшаем команду, работу в команде и хотим создать именно комфортную среду разработки для ребят. Тем более они сейчас все на энтузиазме, и хочется, чтобы не было никаких недопониманий, чтобы ребятам было интересно, весело. И у меня очень много было случаев, когда наши ребята находили работу, вот, например, в арт-отделе, и они писали, что, блин, Настя, не хотим уходить, можно нам время, то есть мы сейчас уйдем в АФК, буквально 2-3 недели мы адаптируемся на работе, обязательно вернемся, потому что такая атмосфера дружелюбная, душевная, и прям не хочется проекты покидать. И многие вот брали АФК, и в итоге там возвращались, и мы вот с некоторыми очень давно уже работаем. То есть ребята даже найдя коммерческую работу, они все равно хотят уделять время проекту, они хотят с нами находиться, быть, посещать созвончики, делать какой-то свой вклад. И это на самом деле очень приятно, когда ребята постоянно хотят так возвращаться и быть с нами вместе. Дополню еще тем, что помимо всего прочего, обычно проекты, которые разрабатываются на энтузиазме, это примерно 10 друзей, которые как-то там что-то делают, у которых есть, может быть, какое-то маленькое понимание производства, и все, на этом как бы закончится. У нас же полноценные пайплайны, полноценные коммерческие пайплайны, где-то, может быть, чуть-чуть видоизмененные, где-то чуть-чуть замедленные. И людей это привлекает как показательный такой профессионализм работы. И даже более того, люди учатся на этом примере, то есть учатся на вот работать в нашей среде, после чего им уже в коммерческих проектах, куда они, если захотят прийти, им намного комфортнее становится. Подход ответственный, подход профессиональный. Еще немножко дополню. У нас, поскольку команда достаточно большая, и у людей очень много интересов, которые часто пересекаются, и, как ни странно, многие играют в игры. Мы очень часто проводим какие-то активности, где вместе играем в какие-то игрушки, кооперативно, мультиплеер, или же даже какие-то ивенты проводим. Одной из ближайших у нас планируется своя игра, это викторина своеобразная, где мы планируем выдавать еще призы победителям. Это приглашение на ивент? Нет, к сожалению, он закрыт только для разработчиков, но если вы захотите к нам присоединиться, можете успеть поучаствовать. Все, у нас остался последний вопрос, должен каждый ответить. Чем лично вы гордитесь в текущем проекте? Наверное, начну я. Мне очень импонирует то, что геймдизайнеры, которых я обучаю и уделяю достаточно много времени, находят работу. Это, можно сказать, даже такая маленькая победа для меня. У меня буквально статистика по отделу, что 80% людей, которые больше чем 3 месяца с нами работают и со мной, они ушли все в коммерцию. Ну, то есть получили офферы на работе и сейчас активно работают. Я считаю, что это достаточно большое достижение, и даже можно научить кого-то чему-то. Помимо этого, очень хорошо получилось вместе с нашей командой лидов, которые присутствуют на созвоне, организовать очень многие пайплайны. Я сам далеко не все знаю, они мне очень сильно помогают. И на этой нотке я передам слово дальше. Ну, я скажу очень очевидно, в первую очередь, это люди. То есть на проекте находятся невероятно удивительные люди, то есть это даже не голословные слова. Я поражаюсь вместе с своим коммерческим опытом, то есть знаю, какие люди обычно даже работают на коммерции, какие люди работают у нас на некоммерческом проекте. То есть даже если брать чисто программистов, и как я уже говорил, что все программисты основы костяк команды, которые с нами больше там, полугода активно работают, они у всех есть работа, то есть все работают с нами параллельно, еще коммерческая, и при этом это невероятно умные люди. То есть я банально пример, пока мы сели, записывали это интервью, мне написал один из наших программистов, что его фикс приняли в Epic Games, и то есть вот такие вот люди находятся у нас в команде. То есть у нас несколько, на моей памяти, статей было на Хабре от наших программистов, да в целом уровень подготовки для некоммерческого проекта, то есть для сторонних людей это просто что-то Давайте я подхвачу. У меня, наверное, 2 вещи. Это когда я пришла, у нас не было абсолютно коннекта между нарративом и визуальными командами, например, левел-дизайнерами и прочими. И я помню, что была таким
Пылеем, который склеил эти два отдела, решил там конфликты по большей части, и у нас получилось наладить взаимоотношения между этими отделами, и очень хорошо пошла разработка в этом плане. И вторая вещь, наверное, это тоже люди, потому что на момент, когда я пришла, у нас была достаточно слабенькая команда, и за все это время очень много людей приходило, уходило, и в итоге мы собрали очень классную команду, мне кажется, вот именно арт-отдела и 2D, и 3D. Сильные ребята, замотивированные, и видно, как они растут. То есть они не 1 месяц с нами уже, кто-то полгода, кто-то год. И видно, как повышаются их скиллы, как у них работы лучше и лучше становятся. И ты просто сидишь и радуешься, и понимаешь, что вот этот проект — это проект, который вложил частичку себя в их развитие как специалистов. Вот это, конечно, очень приятно наблюдать и очень классно. Давайте я тоже пару слов скажу. Чем я лично горжусь, это тем, как преобразился нарративный отдел с того времени, как я пришла, и до сегодняшнего дня, потому что раньше в команде были сильные разработчики, сильные левелы, но был такой довольно слабый нарратив, из чего нас считали проклятым отделом. И со временем, отсекая какие-то лишние части, лишних людей, мы, набирая каких-то более сильных специалистов, мы смогли выйти на нормальный уровень, опять же, наладить нормальную работу с другими отделами. Спасибо, Настя. Постоянно развиваемся, стараемся. Сами растем и приносим в проект. И вот этим, я думаю, я горжусь, то, что тоже в этом поучаствовала. Я немножко Майю дополню. У Мгм. нас очень долгое время отдел нарратива, они были сценаристами, но благодаря Майе они переквалифицировались в нарративных дизайнеров и Да, кстати, очень вот это вообще. хорошо установили коннект с ГД-отделом, который у меня не получалось сделать в силу моей технической уклонности, а нарратив у меня вообще из рук вон плохо шел, и Майя вот буквально мне очень сильно в этом помогла. О, спасибо, спасибо. Я горжусь тем, что в этом проекте я смогла попробовать реализоваться так, как мне хотелось. И у меня была такая возможность. Я сделала... В общем, на каждой из позиций у меня получилось сделать что-то свое, но на данную секунду, как глава отдела кадров, скажу, что мы наконец-то нормально сформировались, у нас появились четкие пайплайны, и мы активно, с точки зрения профессионалов, начинаем расти и активно двигаться в этом направлении. У нас уже формируется и тестится, даже так, нормальная система адаптации, и мы в процессе освоения дальше технологий, чтобы уже был красивый HR-отдел, и вам, ну, как если приходить в команду, было комфортно работать и внутри, и вообще в нее приходить, и не хотелось уходить. Помню Софи, что она, может быть, не думает об этом, но она сняла кучу задач с других ребят, потому что раньше HR-отдел не существовал, по сути, и им занималось все подряд, от Бьорна до меня, Насти, Миши, Майи, а сейчас как бы конкретно ты можешь быть уверен, что там ничего не взорвется, и что люди не будут сидеть там месяцами неотвечены, если ты не обратишь на это внимание. Новые заявки под контролем. Вот, ну и тогда уж и я скажу. Во-первых, я горжусь тем, что обычно это, наверное, для многих компаний как минус, текучка, но в нашем случае то, что через нашу команду прошло больше 1000 человек, для меня это такой момент гордости, потому что все эти люди, те, кто, конечно, хотел работать, потому что там были проходимцы, безусловно, вот, но большая часть людей, кто хотел работать и имел желание развиваться, развились, получили опыт, помогли нам, мы помогли им и устремились дальше развивать весь СНГшный геймдев. И для меня это маленькая гордость. Плюс ко всему, на этом проекте так получилось, что я сошелся вообще со сторонней стороны с режиссером, который занимался съемкой рекламы, съемкой документальных фильмов, и он тоже загорелся нашим проектом. И в итоге как-то так вышло, что мы сняли лайв-экшн тизер-трейлер нашей игры, который вы скоро можете увидеть в
конечном варианте, над ним сейчас ведется работа, но многие уже его видели в неконечном варианте. Возможно, мы его выложим даже раньше, чем интервью, так что если вдруг мы его выложим раньше, то в описании будет ссылочка где-то там, может быть, вот здесь на экране появится гиперссылка какая-то. Подписывайтесь, ставьте колокольчик и Подписывайтесь, лайк. да, ставьте колокольчики, лайк. Вот. Также для меня гордость, что мы можем уже довольно долго держать команду вот такого размера. Несмотря на то, что в прошлом году, в начале прошлого года у нас был сильный спад, ну, в принципе, был спад у многих, и у нас тоже, но мы выстояли и смогли вернуться к показателям и даже улучшить их относительно того, что было раньше. Это тоже такая вот гордость, которую я вот как за всю команду, потому что я там то тут, то сям. Это даже, наверное, все не то, что я за себя говорю, заслуга всех остальных ребят. И в том, что наши ребята практически всегда, особенно ГДшники, превосходят уровень многих коммерческих проектов, то это моя вообще отдельная гордость. Когда я видел работы геймдизайнеров с коммерческих проектов, то приходилось хвататься за голову и говорить: господи, что это за уровень, что это за качество. И наши исполнители даже немножко в этом плане изнежились и начинают говорить о том, что там в ТЗ что-то не так, что-то плохо. Ну, обычно ты ему скидываешь пример ТЗ с коммерцией, они такие: все хорошо, у нас идеальный ТЗ. Поэтому я очень сильно горжусь тем, что вот на некоммерции получилось создать такую махину, такой проект, который работает, который существует, в котором много людей, много горящих глаз, много влияния на в целом игровую индустрию, потому что я думаю, что уже чуть ли не в каждой студии где-нибудь в СНГ имеется человек, который начинал в GVS. Круто, мне нравится, как вы друг друга хвалите, это очень классно, что вы такая дружная, сплоченная команда. В таком случае у меня все. Спасибо вам за уделенное время, то, что собрались здесь, ответили на вопросы. И тебе спасибо. Да, все, пора фидбэчить идти. Да, собственно, знакомьтесь, наш комьюнити-менеджер. На другой стороне. Я- У меня Я- она где-то здесь. Где-то здесь. У всех У нас- по-разному. Аня, кстати, очень миленькая. Да, согласен. Да, у нас вообще Я все девочки миленькая, очень да. миленькие. Да, особенно Бьерн. Ну, Окей. О, кстати, В записях, пошла в записях медитация. там есть, куда вставляется. Видео? Да. М, Не, ну, настройки, запись. Чуть-чуть. Это 4-я сверху. И там вот временные файлы и видео. Путь. Вот такой у нас лид HR, который просто... У вас темная А у энергетика? тебя на ноге тоже всякие браслетики, там еще что-то? Нет. Спасибо всем, что досмотрели до этого момента. Если вам было интересно и вы хотите дальше следить за проектом, студией и нашим развитием, то не забудьте подписаться, ну и, конечно же, лайк поставить. Нам, как творческому объединению энтузиастов, будет очень приятно. Ну и наши комментарии всегда открыты для ваших вопросов или каких-то, может быть, моментов, которые мы упустили. Поэтому просим. А я желаю вам хорошего вечера, дня, ночи. В общем, спасибо за просмотр.